Глава 2416. Сюань Цзюлин. На следующее утро патриарх Хуаши появился в зале на первом этаже павильона, а затем передал сообщение, которое он получил во время своей встречи с ледяным фениксом. Итак, товарищ даосский ледяной феникс был похищен шестикрылой ледяной многоножкой, и он питает ко мне большую враждебность, это верно? Подтвердил Ханли, задумчиво поглаживая свой подбородок. Это то, что сказал мне коллега-дасист ледяной феникс. Кроме того, шестикрылая ледяная сороконожка согласилась действовать в качестве приманки только после того, как старший Мин Цзун пообещал ему, что он убедит вас оставить шестикрылую ледяную сороконожку в покое на следующие 1000 лет, ответил патриарх Хуаши. Я понимаю. Кстати, ты передал эти защитные сокровища, которые я подарил тебе, даосскому ледяному фениксу? Спросил Ханли. Я сделал. Хорошо. Теперь ты можешь идти. Прежде чем начнется битва, убирайтесь отсюда как можно дальше, проинструктировал Ханли. Патриарх Хуаши дал утвердительный ответ, прежде чем почтительно откланяться. В последующие дни Ханли оставался в своем павильоне, все время медитируя, ни разу не выходя из него. За это время не только появились другие существа великой стадии Вознесения, которым еще предстояло прибыть, но и торговая гильдия также создавала формацию биполярного уничтожения. Что касается двух глубоких небесных сокровищ, действующих как ядро формирования, они были окружены слоем ограничений, и всем было запрещено приближаться к этой области, кроме Мин Цзуна и нескольких других старейшин торговой гильдии. Достаточно интересно, что истинных духов, о которых упоминал Мин Цзун, до сих пор нигде не было видно, и было неясно, скрывались ли они сами или собирались быть вызванными только в день битвы. Примерно месяц спустя Хань Ли медитировал в своем павильоне, когда темно-красный огненный шар внезапно появился перед ним среди вспышек пространственных колебаний, а затем взорвался на месте, после чего в комнате раздался голос. «Товарищ Даист Хань, настоящий бессмертный, находится недалеко от точки зловещего крика, и мы собираемся начать нашу операцию. Пожалуйста, как можно скорее приходите в зал, где у нас была наша последняя встреча». Услышав это, на лице Хань Ли появилось серьезное выражение, и он сделал жест рукой, прежде чем вылететь из павильона в виде полосы лазурного света. Примерно через 15 минут все собрались в зале, и к тому времени, как Хань Ли прибыл, там уже присутствовало более 10 других великих существ в стадии Вознесения, среди которых было несколько незнакомых лиц. В частности, была пара культиваторов, которые имели сильное сходство друг с другом, что привлекло внимание Хань Ли. Обоим на вид было около 20 лет, и у мужчины были холодные и красивые черты лица, в то время как женщина была очень соблазнительной и красивой. Однако у обоих из них был слой красновато-фиолетовой зловещей ци, исходящий от их тел, и пространство в радиусе нескольких десятков футов вокруг них иногда размывалось и деформировалось, создавая очень своеобразное зрелище. Инь Ганцзы и остальные также оценивали этот дуэт с намеком на настороженность в глазах. Тем временем Мин Цзун сидел на главном сидении и слушал доклад мужчины средних лет. Шестикрылая ледяная сороконожка и ледяной феникс уже заманили истинного бессмертного на край зловещей точки ауры. При их нынешней скорости потребуется самое большее около 5 часов, прежде чем они войдут в область, охватываемую формированием биполярной аннигиляции. Все ученики и старейшины нашей торговой гильдии уже ушли вперед, и церемония призыва духов также готова начаться, так что мы сможем призвать этих истинных духов в любое время. Хорошо. Начните церемонию вызова духа через час. Что касается формирования биполярной аннигиляции, то никому не разрешается активировать его без моего приказа. Все остальное может идти по плану. Скоро мы все отправимся в заранее определенное место засады. После этого предоставьте все нам, проинструктировал Мин Цзун. Мужчина средних лет немедленно дал утвердительный ответ, прежде чем быстро уйти. Как вы все слышали, все приготовления завершены. Нам просто нужно работать вместе, чтобы победить этого истинного бессмертного сейчас. Однако позвольте мне прояснить одну вещь. Если кто-нибудь попытается сбежать или отступить, то не вините меня в том, что я отвернулся от вас, сказал Мин Цзун с серьезным выражением лица. Хе-хе, будь уверен, брат Мин, никто не отступит в такое время. Правильно, если кто-нибудь попытается это сделать, мы убьем их вместе. Все существа великой стадии Вознесения быстро подхватили в знак согласия. Товарищ Даос Мин, почему Вэ Сюань Цзюлина до сих пор здесь нет? Может быть, он передумал. Внезапно холодным голосом спросил мужчина из этой пары. Будьте уверены, коллега-дасаист Юн Дань, коллега-дасист Сюань Цзюлин уже прибыл несколько дней назад, но он совершенствует мощную секретную технику, и ему поручено другое важное задание, и именно поэтому он отсутствует, вежливо ответил Мин Цзун. Я понимаю. Мы слышали, что Сюань Цзюлин мог самостоятельно убивать истинных духов, и мы всегда хотели засвидетельствовать его силу, но у нас не было возможности сделать это, сказала женщина по имени Юэшу с улыбкой. Казалось, что этот дуэт питал некоторую враждебность к Сюань Цзюлиню. Мин Цзун ничего не ответил на это и мог только криво улыбнуться.
К счастью, Юндан и Юэшу больше не задавали никаких вопросов, и они начали общаться друг с другом посредством передачи голоса. Мин Цзун почувствовал огромное облегчение, увидев это, и начал разговаривать со всеми остальными. Прямо в этот момент в ушах Хань Ли зазвенела передача голоса Мин Цзуна, и на его лице появилось удивленное выражение, когда он услышал, что Мин Цзун должен был сказать. Однако он лишь кратко обдумал сказанное, прежде чем кивнуть в ответ, и в глазах Мин Цзуна промелькнул намек на восторг, когда он увидел это. Через некоторое время большинство существ в великой стадии Вознесения покинули зал, чтобы отправиться в заранее определенное место засады, оставив в комнате только Мин Цзуна, Хань Ли, Юнданя и Юэшу. Юньдан и Юэшу оценили Хань Ли с намеком на удивление в глазах, прежде чем Юньдан сказал: «Ты действительно хочешь, чтобы мы с сестрой охраняли глубокие небесные сокровища формации, товарищ Даос Мин? Это очень тяжелая ответственность, с которой мы, возможно, не сможем справиться». «Хе-хе, вы слишком скромны, товарищ даосист, никто не подходит для этой задачи лучше, чем вы и ваша сестра. Формирование биполярной аннигиляции является ключом к успеху здесь. Пока два глубоких небесных сокровища остаются невредимыми, формирование сможет продолжать функционировать», — ответил Мин Цзун. «Моя сестра и я всегда оставались вместе, поэтому мы сможем охранять только одно ядро формирования. Таким образом, похоже, что другое ядро формирования будет охраняться этим коллегой Даосом. Справится ли он с этой задачей?» Скептически спросил Юндан. Хань Ли просто слегка улыбнулся и не ответил на этот довольно грубый вопрос. «Будьте уверены, коллега Даос Хань сам по себе чрезвычайно силен, и я уверен, что он справится с этой задачей», — ответил Мин Цзун. «В таком случае мы поверим тебе на слово и будем следовать твоему соглашению, брат Мин», — сказал Юэшу с улыбкой, прежде чем бросить еще один любопытный взгляд на Хань Ли. Мин Цзун был в восторге, услышав это, и он хлопнул в ладоши, когда сказал: «Хорошо, я найду кого-нибудь, кто проведет вас к ядру формирования». Охранник немедленно вошел с внешней стороны зала, прежде чем уважительно вывести дуэт из зала. После их ухода Мин Цзун повернулся к Хань Ли с серьезным выражением лица и спросил: «Товарищ даосист Хань, ты не будешь возражать против охраны другого ядра формирования, верно? Ты действительно высокого мнения обо мне, брат Мин?» «В таком случае я могу сделать все, что в моих силах», — неторопливо ответил Хань Ли. «Ха-ха, это чрезвычайно важная задача, которую я мог поручить только тебе. С вами троими, охраняющими ядро формирования, безопасность формирования будет обеспечена», — усмехнулся Мин Цзун. Хань Ли ничего не сказал в ответ. В этот момент в зал вошел еще один охранник, затем почтительно поклонился Хань Ли, прежде чем вывести его из комнаты. Как только Хань Ли ушел, улыбка на лице Мин Цзуна исчезла, и его брови нахмурились в созерцании. «Ты уверен, что у этого истинного бессмертного есть способ пренебречь силой законов этого царства и временно вернуться к своей полной силе? Если это окажется не так, то твой план не сработает». Внезапно раздался незнакомый мужской голос, вслед за которым из тени Мин Цзуна появилась гуманоидная фигура. Мин Цзуна это совершенно не удивило, и он спокойно ответил: «Будьте уверены, кадры битвы на континенте Кровавого Неба, которые я получил, не очень ясны, но золотой гигант на кадрах явно является истинным бессмертным в его окончательной форме. В противном случае Би-Ин и другие не были бы побеждены так легко. Истинным ключом к этой битве будет то, сможете ли вы успешно нанести смертельный удар. В противном случае нас постигнет та же участь, что Би-Ин и других. До тех пор, пока он восстановит свое истинное бессмертное тело и будет застигнут врасплох, он никоим образом не сможет противостоять моим 9 искусствам уничтожения духа скорби. Это бессмертная секретная техника, переданная моими предками, и она специально нацелена на настоящее бессмертное тело. Мне пришлось очистить души 9 истинных духов, чтобы однажды обрести силу для нанесения этого удара, но этого будет более чем достаточно против этого истинного бессмертного», — уверенно ответила размытая фигура. Действительно, этот истинный бессмертный может быть чрезвычайно могущественным, но все меры, которые мы подготовили, заставят его израсходовать большую часть своих сил, поэтому он никак не сможет избежать вашей атаки. Как только вы разрушите его истинное бессмертное тело, он будет лишь немного сильнее обычного истинного духа, и это сделает его легким противником для победы», — сказал Мин Цзун. «Никто из остальных не знает о твоем плане, поэтому трудно сказать, сколько из них выживет. Даже этим 4 истинным духам суждено стать пушечным мясом, верно?» — расплывчатая фигура сказала холодным голосом. «У нас нет выбора. Перед лицом такого могущественного истинного бессмертного, как мы можем надеяться победить его, не принося жертв? Я уже неоднократно предупреждал всех о том, насколько грозным будет этот истинный бессмертный. Я могу только надеяться, что они приняли мой совет близко к сердцу», — ответил Мин Цзун. Глава 2417. Формирование ядра.
Что ты планируешь, заставив этих троих охранять глубокие небесные сокровища формации? Образование биполярной аннигиляции также было передано моими предками, и, насколько я знаю, ядра образования не требуют никакой защиты. Если истинному бессмертному действительно удастся добраться до ядра формации, формация уже рухнет, сказала фигура в любопытной манере. Хе-хе, у меня есть свои причины для этого. Возможно, они выживут, оставаясь в ядрах формирования, усмехнулся в ответ Минчунь. Как тень нашей торговой гильдии, я не заинтересован в ваших коварных планах, но если мы получим истинные пилюли души от этого истинного бессмертного, то одну из них нужно отдать мне. С помощью этой пилюли я смогу по-настоящему овладеть искусством победы над 9 духами скорби, что даст мне шанс подняться в истинное царство бессмертных. Даже если этот план увенчается успехом, ваша торговая гильдия заплатит огромную цену, сказала фигура. Если нам удастся раздобыть пилюли истинной души, то тебе их обязательно дадут. Что касается жертв, на которые идет наша торговая гильдия, то они необходимы для успеха. Кроме того, я уверен, что сокровищ такого могущественного истинного бессмертного было бы достаточно, чтобы компенсировать эти потери, ответил Мин Цзун. Я, конечно, надеюсь на это. Теперь, когда все остальные отправились, я тоже пойду. Убедитесь, что вы выдержите, по крайней мере, первую волну атак этого истинного бессмертного. В противном случае я не собираюсь спасать тебя, усмехнулась фигура, прежде чем снова раствориться в воздухе. На протяжении всего этого процесса внешность фигуры оставалась полностью скрытой. После ухода фигуры Мин Цзун пробормотал про себя. То же самое относится и к тебе. Если ты потерпишь неудачу в своей внезапной атаке, ты, скорее всего, не сможешь уйти, и я тебя тоже не спасу. В этот момент Хань Ли уже был приведен в биполярное состояние уничтожения охранником из торговой гильдии. Согласно введению Мин Цзуна, это образование состояло из более чем 36 тысяч сокровищ образования и питалось десятками тысяч спиртовых камней высшего качества. Образование охватывало большую часть мыса Билив-Крик, и два ядра образования были расположены очень далеко, причем одно находилось на севере, а другое на юге. Пролетев еще некоторое время позади охранника, Хань Ли наконец добрался до ядра формирования, к которому он был назначен. Это образование состояло из гигантского алтаря, окруженного 8 массивными золотыми колоннами. Слои колебаний ограничений исходили от золотых колонн, и каждая колонна была окружена группой охранников в доспехах. Сам алтарь был треугольной формы и чрезвычайно гладким. Его верхняя половина была окутана радужным световым барьером, а на самом верху что-то непрерывно вспыхивало. Это ядро формирования, и всех этих людей вы можете использовать по своему усмотрению, старший хан, сказал охранник в уважительной манере, протягивая Хань Ли серебряный значок обеими руками. Конечно. Меня очень интересует глубокое небесное сокровище в ядре формации, но я бы не стал подвергать риску весь этот план только для того, чтобы удовлетворить свое собственное любопытство, ответил Хань Ли. Спасибо за ваше понимание, старший. А теперь я ухожу. Охранник отдал прощальный салют, прежде чем улететь тем же путем, которым пришел. Только тогда Хань Ли посмотрел на значок в своей руке и обнаружил, что он светится серебряным светом, а на его поверхности выгравированы бесчисленные крошечные руны. Руны были расположены в чрезвычайно глубоком узоре, вызывая у смотрящего чувство головокружения. После недолгого осмотра значка Хань Ли убрал его подальше, прежде чем направиться к алтарю. Мы выражаем наше почтение старшему хану. Все присутствующие охранники, которых было около 1000, немедленно почтительно поприветствовали Хань Ли. Хань Ли направил свое духовное чутье на этих охранников, чтобы обнаружить, что большинство из них находились на стадии трансформации божества или стадии пространственного закаливания, и каждая из 8 групп руководил культиватор интеграции тела. Нет необходимости в формальностях. Поскольку я здесь главный, я установлю одно правило: любой, кто не выполнит мои приказы, будет убит, понятно? Да. Стражники немедленно ответили в унисон, затем продолжили стоять на страже вокруг золотых колонн. Тем временем Хань Ли исчез на месте, прежде чем появиться в центре белого алтаря. Бросив взгляд на алтарь у себя под ногами, он сел на него, скрестив ноги. Внезапно удивленный голос даосиста Се зазвучал в его духовном сознании. Это похоже на формирование биполярного разрушения истинного царства бессмертных. Формирование биполярного разрушения. Разве это не должно быть образование биполярной аннигиляции? Спросил Хань Ли. Нет, биполярная формация уничтожения также является разновидностью бессмертной формации, но она довольно проста по конструкции и в основном используется для убийства врагов. Она гораздо менее сложна и глубока, чем биполярная формация уничтожения, ответил Даос Се. Какими дополнительными способностями обладает это образование биполярного разрушения? Спросил Хань Ли. Биполярные образования разрушения обладают 3 способностями: захват, истощение и самодетонация, и со всеми этими способностями чрезвычайно трудно справиться даже для истинного бессмертного.
В частности, самодетонация может быть активирована до тех пор, пока в ядрах формации приносится в жертву достаточно мощное сокровище или существо, и результирующий взрыв будет настолько мощным, что он может даже убить полноценного истинного бессмертного, объяснил Дао Се. Сердце Хань Ли сразу же дрогнуло, услышав это. Самодетонацию можно активировать, жертвуя живыми существами. Совершенно верно. В качестве жертвоприношений могли использоваться как драгоценные сокровища, так и могущественные живые существа. Как только начнется жертвоприношение, все в радиусе сотен километров вокруг ядра формации будет уничтожено и превращено в энергию для питания формации, ответил Дао Се. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, но внутренне он был взбешен, услышав это. Так вот почему Мин Цзун попросил нас троих не покидать ядра формирования, которые мы охраняем. Дао Се продолжил. Теоретически говоря, даже биполярную формацию уничтожения было бы чрезвычайно трудно создать в низшей сфере, не говоря уже о биполярной формации разрушения, которая гораздо сложнее и глубже. Судя по ядру этого образования, это образование все еще отличается от биполярного образования разрушения, с которым я знаком. Материалы в царстве духов, естественно, не могут сравниться с теми, которые можно найти в царстве истинных бессмертных, скорее всего, использовалось много заменителей. В результате также должны быть затронуты эффекты и сила этого образования. Можете ли вы определить конкретные различия? Задумчиво спросила Хань Ли. Я всего лишь искусственная бессмертная марионетка, используемая в бою, а не марионетка для формирования. Я могу только видеть, что это образование отличается от своего бессмертного аналога, но я не могу определить точные различия, ответил Дао Се. Это довольно хлопотно. Я хочу уничтожить этого истинного бессмертного, но я, конечно, не хочу быть уничтоженным вместе с ним в качестве жертвы, сказал Хань Ли, и холодный свет вспыхнул в его глазах. После короткой паузы Дао Се сказал: «У меня есть метод, который ты можешь использовать, чтобы спасти себя». «В чем дело?» — поспешно спросила Хань Ли. «Я могу немного изменить ядро этой формации, чтобы область, в которой вы сейчас находитесь, была освобождена от разрушительного воздействия жертвоприношения», — спокойно ответил Дао Се. Хань Ли на мгновение заколебался, прежде чем принять решение. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Мне нужна помощь вашего монарха-жукопожирателя золота, чтобы сделать это совершенно незаметно», — сказал Дао Се. «Это не проблема. Цзинь Тун, обязательно выполняй все инструкции брата Се до конца», — ответил Хань Ли, прежде чем дать указание монарху золотого жукопожирателя в своем браслете «Дух зверя». После этого Хань Ли остался сидеть совершенно неподвижно, но пятнышко золотого света вырвалось из одного из его пальцев, которое было спрятано в рукаве, а затем мгновенно растворилось в воздухе. В следующее мгновение возле одного из золотых столбов возник всплеск слабых пространственных колебаний, незаметных даже для культиваторов интеграции тел, после чего появился золотой жук размером с рисовое зерно. Жук приземлился на колонну, прежде чем незаметно пополз по ее поверхности, оставляя на своем пути след из духовных узоров, которые были почти слишком малы, чтобы увидеть невооруженным глазом. В то же время инструкции Даоса Се звучали в духовном смысле золотого жука, и в сознании жука также появилась серия диаграмм формирования. Стражники вокруг золотой колонны, естественно, совершенно не обращали на это внимания. После этого Цзинь Тун также тайно подделал остальные 7 столпов. Высоко в небе, в другой области точки зловещего крика, Ингангзи и другие существа великой стадии Вознесения были скрыты в определенной области пространства, и все они чего-то ждали в тишине. Внезапно Мин Цзун появился рядом с ними среди всплеска пространственных колебаний. «Брат Мин, почему ты один? Где остальные 3 товарища Даоса?» — спросила госпожа Улин, слегка нахмурив брови. «Будьте уверены, товарищ Даос Улин, этим 3 была поручена задача охраны 2 ядер формирования. До тех пор, пока это образование не рухнет, мы сможем встретиться лицом к лицу с этим истинным бессмертным, не беспокоясь о нашей безопасности», — ответил Мин Цзун. Глава 2418. Ставка. Но без этих 3 собратьев даосов наша общая власть будет сильно уменьшена. Разве это не будет проблемой? Кроме того, где собрат Даос Сюань Цзюлин? Разве он не собирается присоединиться к нам? Спросил Ингангзи, когда его брови тоже слегка нахмурились. Ничего не поделаешь, эти 3 должны быть назначены охранять ядра формации, чтобы нам не пришлось беспокоиться о том, что формация будет уничтожена. В конце концов, это бессмертное образование, которое будет абсолютно необходимым козырем для нас, чтобы преодолеть этого истинного бессмертного, поэтому пришлось пойти на компромисс. Что касается товарища даосиста Сюань Цзюлина, он уже прибыл, неторопливо ответил Мин Цзун. Как только его голос затих, раздался другой мужской голос, казалось бы, из воздуха. «Вы беспокоились, что я откажусь в последнюю минуту. Будьте уверены, даже если бы вы все передумали, я все равно столкнулся бы с истинным бессмертным в одиночку.
В конце концов, возможность убить настоящего бессмертного выпадает не каждый день. Как и ожидалось от товарища даосиста Сюаня, но, поскольку вы уже здесь, почему вы не выходите нам навстречу? Спросила госпожа Вулин. Выражения лиц всех остальных тоже немного смягчились, услышав это. Я всегда предпочитал быть один, поэтому я не выйду, чтобы встретиться с тобой. Все, что вам нужно знать, это то, что я обязательно нанесу удар, когда придет время, ответил Сюань Цзюлин невыразительным голосом. Присутствующие на сцене Великого Вознесения существа могли только обменяться безмольными взглядами, услышав это. В то же время они были весьма удивлены тем, что до сих пор не смогли точно определить местонахождение Сюань Цзюлина. На краю точки зловещего крика появилась полоска лазурного света, прежде чем полететь прямо в область. Внезапно лазурный свет померк, открыв летающую лодку длиной более 100 футов. На носу лодки стояли шестикрылая ледяная сороконожка и ледяной феникс, у обоих был неестественно бледный цвет лица. Намек на страх мелькнул в глазах шестикрылой ледяной сороконожки, и он сказал, это было близко. Мало того, что этот безумец, кажется, не замедляется, похоже, его выносливость только улучшается по мере того, как эта погоня затягивается. Однако сейчас мы должны быть в безопасности. Все, что нам нужно сделать, это подождать некоторое время, чтобы он мог немного сократить расстояние между нами, а затем привести его в строй. Мы не только израсходовали почти все пилюли и талисманы, данные нам торговой гильдией Хелиан, но даже израсходовали основную силу, которую мы с тобой только что восстановили. Если торговая гильдия не сможет уничтожить этого сумасшедшего здесь, то у нас больше не будет даже шанса сбежать, сказал ледяной феникс с мрачным выражением лица. Мин Цзун заявил, что он завербовал самых могущественных существ на всем континенте, не так ли? Это должно включать моего бывшего учителя. Мне неприятно это признавать, но мой бывший хозяин действительно довольно грозен. С его включением этот план, скорее всего, будет успешным, сказал шестикрылая ледяная сороконожка в невыразительной манере. Ледяной феникс был весьма удивлен, услышав это. Я не думал, что ты будешь так уверен в брате Хане. Если бы я не был так осторожен с ним, я бы не поставил это условие Мин Цзуну, чтобы убедить его не преследовать меня в течение следующих 1000 лет. За эти 1000 лет я смогу достичь вершины в своем развитии, и тогда мне не придется никого бояться в царстве духов, холодно хмыкнула шестикрылая ледяная многоножка. Это так? Если вы спросите меня, с невероятными способностями брата Хана, он станет еще более непостижимо могущественным через 1000 лет. Я осмелюсь предположить, что есть вероятность, что он сможет вознестись в царство истинных бессмертных в течение следующих 10 000 лет, сказала ледяной феникс с оттенком насмешки в глазах. Ха-ха, вознесение — это не детская игра. Во всем царстве духов существуют сотни великих существ в стадии вознесения. Но слышали ли вы о ком-нибудь, кто успешно вознесся за последние 100 000 лет? Независимо от того, насколько невероятны способности моего бывшего мастера, практически нет шансов, что он сможет подняться в истинное царство бессмертных, хихикнула шестикрылая ледяная сороконожка. Я очень уверен, что брат Хан сможет подняться. Как насчет того, чтобы сделать ставку, если нам удастся пережить это испытание? Предложил ледяной феникс. Шестикрылая ледяная сороконожка была несколько ошарашена, услышав это. На что спорим? Это очень просто. Ставка будет заключаться в том, сможет ли брат Хань подняться в истинное царство бессмертных в течение следующих 10 000 лет, ответил ледяной феникс. Шестикрылая ледяная сороконожка могла сказать, что она не шутила, и он спросил, каковы ставки. Ты хочешь, чтобы я стал твоим компаньоном по двойному воспитанию, верно? Если я проиграю пари, я стану твоим компаньоном по Даа. Однако, если брату Хану удастся вознестись в ближайшие 10 000 лет, тогда ты должен пообещать мне, что, куда бы я ни пошел, ты должен активно избегать меня, куда бы я ни пошел. Конечно, в течение этих 10 000 лет тебе запрещено приставать ко мне, холодно ответил ледяной феникс. Ты действительно так уверена в нем? На лице шестикрылой ледяной сороконожки появилось нерешительное выражение. Ты боишься. Если у вас нет уверенности в своих собственных суждениях, то нет необходимости принимать это пари, вы можете просто подождать, пока брат Хан не схватит вас и не заставит снова стать его духовным зверем, сказала ледяной феникс с намеком на улыбку на лице. С чего бы мне бояться? Я принимаю твою ставку, но я меняю ставки. Ты планируешь использовать эту ставку, чтобы сдерживать меня в течение 10 000 лет, поэтому ты должен взять на себя ответственность за свои действия. Если он не сможет подняться в течение следующих 10 000 лет, я не собираюсь делать тебя своим спутником Даа. Вместо этого ты станешь моим слугой и не сможешь отказываться от любых моих приказов. Кроме того, мы оба должны поклясться внутренними клятвами демона на этом пари, сказал шестикрылый ледяной сороконожка с холодным взглядом в глазах. Хорошо, это не проблема, без колебаний согласился ледяной феникс.
Сердце шестикрылой ледяной сороконожки слегка дрогнуло, увидев это, но он был уверен, что сможет выиграть пари, поэтому после короткого колебания он открыл рот, чтобы выпустить шарик эссенции крови. Затем он указал пальцем на шар из эссенции крови, и тот превратился в багровое призрачное лицо. Затем он начал что-то напевать, делая серию ручных печатей, давая клятву призрачному лицу перед ним. Ледяной феникс повторила его действие, выплюнув полный рот эссенции крови, прежде чем дать собственную клятву. После этого они обменялись взглядами, и оба увидели, как их собственная уверенность отразилась в глазах друг друга. Однако, прежде чем они успели что-либо сказать друг другу, выражение лица шестикрылой ледяной сороконожки внезапно резко изменилось, когда он бросил взгляд в определенном направлении. В то же время небо в том направлении потускнело, и вдалеке раздался взрыв грохота, быстро становящийся все громче и громче. «Мы должны идти», — поспешно настаивал ледяной феникс. Шестикрылая ледяная сороконожка немедленно вызвала малиновую таблетку, которую он бросил себе в рот, после чего летающая лодка снова выстрелила полосой лазурного света, исчезнув вдалеке всего через несколько вспышек. В течение примерно дюжины вдохов вдалеке появилась вспышка малинового света, вслед за которой с невероятной скоростью хлынула река крови. В реке крови было 8 кровавых драконов с 5 когтями, мечущихся вокруг с золотым светом, вырывающимся из их ртов. В мгновение эко река крови потекла в точку зловещего крика, прямо преследуя летающую лодку впереди. И летающая лодка, и река крови двигались с невероятной скоростью, но расстояние между ними быстро сокращалось. Всего через 15 минут река крови стала отчетливо видна шестикрылой ледяной сороконожке и ледяному фениксу. «У нас все еще есть талисманы уклонения от ветра, подаренные нам Минцзуном?» — спросила шестикрылая ледяная сороконожка. «Остался только один», — ответил ледяной феникс после короткого колебания. «Тогда чего же ты ждешь? Используй это прямо сейчас», — крикнула шестикрылая ледяная сороконожка. Ледяной феникс немедленно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив мерцающий серебряный талисман, который в мгновение эко исчез в летающей лодке. В следующее мгновение бесчисленные серебряные руны появились по всей поверхности летающей лодки, а затем мгновенно исчезли. Резкий скрежещущий звук раздался с летающей лодки, и она резко расплылась, прежде чем разогнаться примерно вдвое, что сделало ее немного быстрее, чем даже преследующая река крови. Они снова используют тот же трюк. Я весьма удивлен, что талисманы уклонения от ветра нашего истинного бессмертного царства можно найти в таком царстве, как это, холодно хмыкнул Малян, стоя на голове одного из кровавых драконов в реке крови. Эти талисманы, скорее всего, были оставлены в этом мире бессмертными древних времен. В противном случае, никто в этом царстве не смог бы усовершенствовать эти бессмертные талисманы, почтительно ответил Ян Олень. Несмотря на это, с этими талисманами довольно неприятно иметь дело. «Без их вмешательства я бы уже поймал этих двоих месяц назад», — сказал Малян, и в его глазах промелькнул намек на нетерпение. «Будьте уверены, мастер, в этом царстве определенно не было бы слишком много этих бессмертных талисманов. Возможно, это уже их последнее». Без ведома Яна Дира его оптимистичное заявление попало в самую точку. «Ян Олень, как ты думаешь, это хорошее место, чтобы устроить мне засаду?» Внезапно спросил Малян, обводя своим огромным духовным чувством окрестности. Сердце Яна Оленя дрогнуло, услышав это, и он поспешно спросил: «Вы что-то обнаружили, мастер?» «Нет, но зловещая иньци здесь чрезвычайно обильно, до такой степени, что даже мое духовное чувство значительно ограничено. Это было бы идеальное место, чтобы устроить мне ловушку», — сказал Малян с холодной улыбкой. Глава 2419. Мифические черные звери. Выражение лица Янда резко изменилось, услышав это, и он огляделся, чтобы обнаружить, что там была слабая черная зловещая иньци, простирающаяся так далеко, насколько могли видеть глаза. Вдобавок ко всему, он обнаружил, что может высвободить свое духовное чувство только в радиусе менее 10 километров. Не волнуйтесь, мы уже предвидели, что могущественные существа на этом континенте попытаются это сделать. Это играет мне на руку. Как только я отмахнусь от этих дураков, никто во всем царстве духов не посмеет строить заговоры против меня, сказал Малян с холодной улыбкой. Будь осторожен, хозяин. Насколько мне известно, торговая гильдия Хэлянь чрезвычайно могущественна, и если бы они предприняли последние отчаянные усилия, они определенно смогли бы раскрыть много грозных козырей, предупредил Ян Дир. Как может организация в низшем царстве представлять для меня угрозу? Даже если бы они также знали метод активации цепей законов, в данном случае это было бы бесполезно, небрежно усмехнулся Малян. Ян Олень, естественно, не осмелился сказать что-либо еще, увидев уверенное выражение лица Маляна. В этот момент река крови и летающая лодка уже глубоко вошли в точку зловещего крика. Внезапно летающая лодка резко расплылась, прежде чем исчезнуть в середине полета.
Зрачки Маляна слегка сузились, когда он увидел это, и вся река крови также остановилась по его приказу. Настороженное выражение появилось на лице Яна Оленя, и костюм из желтых доспехов немедленно появился на его теле. Прямо в этот момент во всех направлениях раздались взрывы громкого грохота, когда облака черной зловещей инцы вырвались вперед. Серия флагов также появилась в окрестностях, прежде чем мгновенно увеличиться до размеров более 1000 футов, окружив всю реку крови кольцом гигантских деревьев. В то же время в небе появилась круглая лазурная луна, на вершине которой стояло около дюжины человекоподобных фигур. Все они с мрачным выражением лица оценивали реку крови. Это были никто иные, как существа великой стадии Вознесения, собранные Миндзуном, и шестикрылая ледяная сороконожка и ледяной феникс также были среди них. Выражение лица Маляна не изменилось, когда он взглянул на гигантские флаги, а затем внезапно указал ладонью в определенном направлении. Раздался оглушительный грохот, когда массивная малиновая пальма размером около акра появилась из реки крови, прежде чем двинуться в том же направлении. Пятицветный свет вспыхнул от гигантских флагов, сходясь, образуя массивное пятицветное световое зеркало. Массивная малиновая ладонь ударила по зеркалу, прежде чем исчезнуть в нем в полной тишине. В то же время гигантская пальма появилась в уединенном уголке мыса Зловещий Крик, прежде чем порочным образом ударить по участку пустой земли, создав огромный кратер размером в несколько километров среди разрушительного взрыва. При виде этого на лице Маляна появилось удивление. Ой, это пространственный перенос. Это образование кажется. Прямо в этот момент от гигантских флагов раздался взрыв громкого жужжания, и быстро возникла серия пятицветных световых зеркал. Бесчисленные проекции гуманоидных фигур, зверей и зданий всех видов мгновенно появились вокруг реки крови, поражая зрителя чувством дезориентации. Выражение лица Маляна слегка потемнело, когда он увидел это, и он сделал печать рукой, на которой черно-белая ци вырвалась из его спины, прежде чем также превратиться в черно-белое зеркало. Первоначально зеркало было размером всего с человеческую ладонь, но по его приказу оно быстро раздулось до размеров умывальника, и на его поверхности появилась черно-белая диаграмма Тэйцзя. Диаграмма выпустила столб черно-белого света, раздался резкий разрывающий звук, когда все пятицветные световые зеркала вокруг реки крови были разорваны столбом черно-белого света, прежде чем распасться на пятнышки духовного света. Выражения лиц всех существ на стадии Великого Вознесения слегка изменились, увидев это, и Ингангзу повернулся к Миндзуну, прежде чем спросить: «Брат Мин, ты был полон похвалы за это биполярное образование уничтожения. Почему его сила была рассеяна таким случайным ударом?» Случайный удар? Если я не ошибаюсь, это черно-белое зеркало, скорее всего, является сокровищем не менее могущественным, чем глубокие небесные сокровища. В противном случае, вы действительно думаете, что обычная атака может так легко разрушить эти иллюзии? Сказав это, если он думает, что это все, что потребуется, чтобы сломать эту формацию, то он не может быть более неправ, холодно усмехнулся Минцзун. Это так? Инганзи, казалось, был довольно скептичен, как и все остальные. Как будто в подтверждении заявления Минцзуна, сразу после того, как пятицветные световые зеркала были уничтожены черным столбом света, рядом с рекой крови внезапно появилась серия крошечных белых рун. Поначалу руны были довольно редкими, но в мгновение ока они посыпались с небес, как густая снежная буря. В то же время взрыв силы законов охватил всю реку крови. Внутри реки крови Маляна охватило леденящее ощущение, и воздух вокруг него внезапно стал более вязким. Выражение его лица слегка изменилось, когда он поспешно попытался использовать свою собственную магическую силу, но обнаружил, что около трети ее стало вялым и недоступным. Тем временем дела у оленя Ян шли еще хуже. В то мгновение, когда сила законов подействовала на него, ему показалось, что его тело стало тяжелым, как гора, и он с ужасом обнаружил, что большая часть его магической силы стала недоступной. Как и ожидалось, это действительно должно быть бессмертное образование, чтобы оно могло повлиять даже на меня. Весьма впечатляет, что вы смогли создать такое образование в более низком царстве. К сожалению для вас, формирование неполное, и мне не составит особого труда его разорвать, сказал Малян с холодной улыбкой. Сразу же после этого он открыл рот, чтобы выпустить маленький зеленый зонд, на который он указал пальцем, и зонд немедленно поднялся в воздух, затем увеличился примерно до полукилометра в размере, прежде чем медленно раскрыться. Затем с гигантского зеленого зонта спустился барьер зеленого света, охватывающий всю реку крови под ним. Влияние силы законов в этом районе мгновенно сильно уменьшилось, и олень Ян немедленно восстановил свою подвижность, а также доступ к большей части своей магической силы. Что касается Маляна, то он, казалось, совершенно не изменился, когда наступил ногой на кровавого дракона под собой. Раздался громовой хор драконьего рева, и 8 кровавых драконов в реке крови вылетели в унисон, прежде чем броситься прямо на Минцзуна и остальных. У всех них по телам пробегали толстые разряды серебряных молний, и они испускали грозные ауры великой стадии Вознесения. Мы должны действовать немедленно.
Он должен противостоять силе формирования, высвобождая эту реку крови, чтобы противостоять нам, и он определенно не сможет продолжать это долго. «Я также призову 4 истинных духов, чтобы они помогли нам», — крикнул Мин Цзун, делая движение, чтобы вызвать красновато-фиолетовый значок, который он немедленно бросил вперед. Раздался взрыв громкого грохота, когда значок превратился в огромную красновато-фиолетовую руну. Внезапно пространственные колебания вспыхнули в 4 местах вокруг реки крови, и появились 4 черные платформы, на каждой из которых были страшные на вид черные звери. 4 зверя были идентичны по внешнему виду, все они были более 100 футов в длину, с телами львов и головами драконов. Как только появились платформы, 4 зверя открыли глаза и встали в унисон, прежде чем издать свирепый рев. У тебя в рукаве было 4 мифических черных зверя. Ха-ха, ты действительно хорошо умеешь хранить секреты, брат Мин. С их помощью наша победа почти гарантирована, радостно сказал Инган Цзы, и остальные тоже были в восторге, увидев этих 4 зверей. Мифические черные звери были истинными духами высшего уровня, которые по рангу приближались к небесным драконам и истинным фениксам. Они не уступали даже целинам всех стихий. Таким образом, внезапное появление 4 этих зверей, естественно, вселило в каждого огромную уверенность. Мифические черные звери взмыли в воздух, прежде чем броситься к реке крови в виде порывов черного ветра, и за ними немедленно последовали существа великой стадии Вознесения, которые высвободили различные способности и сокровища, чтобы напасть на 8 кровавых драконов внизу. Огни всех цветов вспыхнули в небе, столкнувшись с рекой крови, чтобы создать серию разрушительных взрывов. Как только мифические черные звери приблизились к реке крови, на лице Маляна появилась холодная улыбка, когда он сделал печать рукой, и порывы ветра инь вырвались из реки крови, после чего появились 4 массивных малиновых гиганта. 4 гиганта были выше 1000 футов ростом и совершенно лысые, в доспехах того же цвета, что и их тело. Они подняли кулаки, прежде чем запустить их в мифических черных зверей, и еще до того, как их кулаки поразили свои цели, в воздухе уже витал тошнотворный запах крови и запекшейся крови. 4 мифических черных зверя смогли уклониться от атак, прежде чем мгновенно появиться позади багровых гигантов, затем мягко взмахнули передними конечностями в воздухе, выпустив длинные выступы черного лезвия, и 4 гиганта были немедленно обезглавлены. Что касается мифических черных зверей, то они продолжали двигаться вперед без остановки, готовясь броситься прямо в реку крови. Прямо в этот момент Малян произнес слово «ограничить», и 4 мифических черных зверя почувствовали, как будто в их головах прогремели взрывы, заставив их непроизвольно дрогнуть. Сразу же после этого около дюжины малиновых щупалец метнулись к ним сзади, прежде чем ударить их, как молния. Большая часть черной ци вокруг 4 зверей была рассеяна, и они были отправлены в полет на сотни футов под крики удивления, в то время как на их телах загорелось обжигающее малиновое пламя. В следующее мгновение раздался яростный рев, и 8 торнадо взметнулись в небеса, сметая все багровое пламя, чтобы снова показать черных зверей, которые выросли в несколько раз по сравнению с их первоначальными размерами. Недалеко позади массивных зверей 4 багровых гиганта восстановили свои потерянные головы, и они оценивали 4 огромных черных зверей невыразительными глазами, в то время как яростно размахивающие багровые щупальца появились из их спин. Глава 2420. Начало битвы. 4 зверя обменялись взглядами, прежде чем одновременно открыть рты, выпустив бесчисленные черные лезвия ветра, которые пронеслись к малиновым гигантам, как проливной шторм. В отличие от обычных ветреных лопастей, эти, казалось, постепенно появлялись и исчезали, когда они проносились по воздуху, и при столкновении с малиновыми гигантами большие куски их тел мгновенно исчезали среди вспышек черного света. 4 зверя сами также прыгнули вперед за ветровыми лезвиями, затем взмахнули передними конечностями в воздухе, чтобы выпустить смертоносные черные выступы клинков. Однако алые гиганты были совершенно бесстрашны, когда они протянули свои массивные руки, выпуская поток яростной кровавой ци. В то же время щупальца на их спинах также превратились в кровяной барьер перед ними. Бесчисленные раны были мгновенно нанесены гигантам, что указывало на то, что они явно не могли сравниться с мифическими черными зверями, но с их бессмертными телами они могли мгновенно регенерировать, независимо от того, насколько тяжелыми были их раны. Несмотря на то, что мифические черные звери явно одерживали верх, они довольно боялись алых щупалец великанов, и, таким образом, возник тупик. «Учитель, я пойду и встречусь лицом к лицу с этими мифическими черными зверями. С ними довольно трудно иметь дело, но я просто так случилось, что знаю некоторые из их слабостей», — сказал Ян Олень в уважительной манере. В этом нет необходимости. Эти 4 духа крови были только недавно очищены, так что им не повредит столкнуться с могущественными противниками. «У меня есть для тебя другое задание», — ответил Малян. «В чем дело, учитель?» — спросил Ян Олень. «Если я не ошибаюсь, в этой формации должна быть пара ядер формации. Иди и уничтожь одно из них для меня».
Как только ядра формации будут уничтожены, мне больше не придется использовать большую часть своей магической силы, чтобы противостоять ограничениям формации, и я смогу с легкостью справиться со всеми этими противниками», — сказал Малян. «Как пожелаете, хозяин. Могу я спросить, как вы планируете поступить с другим ядром формирования?» Нерешительно спросил Яна-олень. Просто делай то, что я тебе говорю. Тебе не нужно беспокоиться о другом ядре формации», — холодно хмыкнул Малян, когда выражение его лица слегка потемнело. Холодок пробежал по спине Яна-оленя, и он поспешно сказал: «Простите меня за ненужные вопросы, мастер, и я немедленно отправлюсь уничтожать ядро формирования». «Подожди, у меня есть кое-что, что я должен тебе дать». Малян поднял руку, говоря это, и шар лазурного света появился из гигантского зонта над рекой крови, образовав еще один миниатюрный зонт размером в несколько дюймов. Затем он указал пальцем на свою собственную глобеллу, на которой появилась полупрозрачная бусинка. «Возьми это с собой. Эта сенсорная бусинка содержит местоположение ядра образования, которое я только что обнаружил. Возьмите его с собой, и я смогу следить за вашей ситуацией и отсюда». Что касается этого клона зонтика лазурного хаоса, он может свести на нет ограничительный эффект, который оказывает на вас образование, но есть ограничения по времени, поэтому не забудьте действовать быстро, проинструктировал Малян, бросая 2 предмета в сторону оленя Яна. «Будьте уверены, мастер, и я вас не разочарую», — пообещал Ян-олень, принимая 2 предмета. Затем он бросил маленький зонт вперед, и зонт превратился в лазурный световой барьер, который окутал все его тело. После этого он осмотрел местоположение, записанное в бусине, затем превратился в свою гибридную форму оленя и медведя, прежде чем броситься из реки крови в определенном направлении. После ухода Яна-оленя Малян достал из рукава малиновую нефритовую шкатулку и ткнул в нее пальцем. Крышка шкатулки была снята, открыв крошечную малиновую фигурку с несколькими золотыми талисманами, приклеенными к ее поверхности. Миниатюрная фигурка была всего около полуметра ростом, с длинными малиновыми волосами и призрачной маской на лице. Его глаза были плотно закрыты, и по всему его телу были алые узоры духа, все из которых излучали слабый красный свет. При виде миниатюрной фигурки на лице Маляна появилось серьезное выражение, и он сделал жест рукой, прежде чем выпустить в нее полосу серебристого света. Серебристый свет исчез в теле миниатюрной фигурки в мгновение ока, после чего золотые талисманы были сняты, а веки на призрачной маске медленно открылись, открыв пару деревянных и бесстрастных глаз. Малян ввел свою магическую силу в свою собственную глобеллу, и перед тем, как влететь в тело миниатюрной фигурки, появилась еще одна сенсорная бусина. «Иди и уничтожь другое ядро формирования, и убей любого, кто посмеет противостоять тебе», — проинструктировал Малян. Вспышка слабого красного света промелькнула в глазах миниатюрной фигурки, и она поднялась в воздух, прежде чем улететь в виде полосы малинового света, казалось бы, совершенно не затронутой силой законов внутри формации. Выражение лица Миндзуна слегка изменилось, когда он увидел это, и после короткого мгновения размышления он повернулся к шестикрылой ледяной сороконожке и сказал: «Похоже, что истинный бессмертный уже обнаружил расположение ядер формации». Даже несмотря на то, что ядра формации охраняются коллегой Даасом Ханом и другими, в качестве меры предосторожности я бы хотел, чтобы вы задержали приспешников этого истинного бессмертного как можно дольше. Как ты думаешь, я был бы способен остановить их в моем нынешнем состоянии? Спросил шестикрылый ледяной сороконожка, закатив глаза. Будьте уверены, я не прошу вас встретиться с ними лицом к лицу. У меня здесь есть формирующая пластина, которая была очищена от неполного глубокого небесного сокровища, и вы сможете на некоторое время заманить врага в ловушку, используя формирующую пластину. Если им каким-то образом удастся вырваться из сокровищницы, то вы можете просто сбежать с места происшествия, ответил Минцзун. Только после некоторого размышления шестикрылая ледяная сороконожка слегка неохотно кивнула в ответ. В таком случае я могу согласиться сделать это. Слабая улыбка появилась на лице Минцзуна, и он поднял руку, чтобы вызвать белую пластину формирования, которую он подбросил в воздух. Шестикрылая ледяная сороконожка взяла пластину формирования в свои руки, и выражение его лица немного смягчилось после краткого осмотра сокровища. «Товарищ даосский ледяной феникс, пожалуйста, иди и помоги ему тоже», — сказал Минцзун ледяному фениксу. «Конечно. На кону все наши жизни, так что будет только правильно, если я внесу свой вклад», — охотно согласился ледяной феникс. Услышав это, на лице Минцзуна появилось довольное выражение, и он сделал движение, чтобы вызвать маленький черный флаг, который он указал на шестикрылую ледяную сороконожку и ледяного феникса. Под ними возникла вспышка пространственных колебаний, и появилось ослепительное световое образование, прежде чем мгновенно телепортировать их прочь. Прямо в этот момент Сюань Цзюлин внезапно передал свой голос Минцзуну. «Минцзун, тебе нужно, чтобы я отправился в другое ядро формирования. Я не думаю, что мне придется что-то здесь делать в ближайшее время. Ты можешь взять на себя эту красную штуку».
«Если ты погибнешь из-за этого, весь наш план провалится», — нерешительно ответил Мин Цзун. «Будьте уверены, аура этой твари довольно странная, но в лучшем случае это просто проявление какого-то духовного зверя. Мое искусство культивирования напрямую подавит его, так что я смогу убить его и вернуться сюда с запасом времени. Кроме того, кто еще может пойти вместо меня? Вы должны остаться здесь, чтобы следить за ситуацией, используя силу формирования», — неторопливо сообщил Сюань Цзюлин. «Хорошо, в таком случае продолжайте. Я телепортирую тебя прямо туда, но не делай никаких ненужных задержек, убей эту тварь как можно быстрее, а затем сразу возвращайся сюда», — согласился Мин Цзун после короткой паузы. «Разве ты не уверен в моих способностях?» «Я вернусь раньше, чем ты успеешь оглянуться», — уверенно ответил Сюань Цзюлин. Сразу же после этого невзрачный мужчина средних лет в серой мантии появился перед Мин Цзуном посреди всплеска пространственных колебаний. Мин Цзун поднял свой маленький черный флаг, прежде чем направить его на Сюань Цзюлина, и появилось еще одно пятицветное световое образование, мгновенно телепортировавшее Сюань Цзюлина прочь. В реке крови внизу, в глазах Маляна вспыхнул золотой свет, и он смог увидеть, что делает Мин Цзун. Однако он ничего не сделал, кроме как с холодной улыбкой наблюдал, как вокруг него бушевала серия ожесточенных сражений. Мин Цзун, естественно, тоже был очень рад это видеть, и он тоже неподвижно сидел на лазурной луне, не делая никаких дополнительных движений. Хань Ли все еще сидел на алтаре, спокойно медитируя с закрытыми глазами. Внезапно выражение его лица слегка изменилось, когда он открыл глаза, прежде чем бросить удивленный взгляд в определенном направлении. Почти в тот же самый момент взрыв энергетических колебаний вырвался издалека среди грохочущего грохота, но из-за того, как далеко он находился, он не мог представлять никакой угрозы для ядра пласта. Однако охранники торговой гильдии, ответственные за защиту формирования, немедленно напряглись, почувствовав это нарушение. Синий свет вспыхнул в глазах Ханли, и он смог мгновенно увидеть все, что находилось за 1000 километров. Внезапно вдалеке появилось гигантское образование белого света, и массивная фигура высотой в несколько сотен футов делала все, что было в ее силах, чтобы вырваться из этого образования, но безрезультатно. Над строем стояли мужчина и женщина. Женщина была одета в комплект серебряных одежд и имела холодное выражение лица, в то время как мужчина был одет в комплект белых одежд и имел золотые и серебряные узоры духа, выгравированные по всему лицу. Намек на удивление появился в глазах Ханли, когда он увидел это, и он пробормотал про себя. «А? Это она». Тогда этот человек, сопровождающий ее, должен быть шестикрылой ледяной сороконожкой.